Так, Вика, ты готова? Да. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1, и ты войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1. Вика, что ты видишь? Я на месте. Отлично. На счет 3 ты найдешь в эфирном пространстве эфирное тело Ильи. Илья. 1, 2, 3. Вот что меня смутило, что он протянул такую длинную руку, чтобы меня поприветствовать. И сейчас я хочу посмотреть, что это за рука. Не Я бери. вижу, что... Нет, хорошо. Я поставила защиту. И сейчас я смотрю, что это не его рука, это вот отсюда, вот где-то на этом уровне, сзади, как будто бы кто-то стоит. А это протянулась такая, я вижу, чешуя, как змея, и мордой ко мне вот этот язык черный. Я вижу, что оно обвивает его тело эфирное и уходит в сектор колдовства. Эфирное тело Ильи, оно довольно прозрачное, но немного сдавлено этой энергией в виде змеи. И у него вот где левая, правая нога, больше вправо, это сектор, скажем так, духов, то есть энергий, которые побуждают к чему-то, которые вмешиваются насильно. Вот это такое идет под ключ к сердечной чакре, то есть соединяет идет такая одна. Сейчас я считаю, Тарас ли это точно, да. Ой, не Тарас, Илья. Илья. Да, это Илья. Спроси его, дает ли он разрешение на работу с ним и для него. Да, говорит, конечно. Отлично. Я спрашиваю у него, видит ли он, что это у него тут развелось в его пространстве. Он протирает глаза. Я говорю, что все, что он осознал, оно теряет силу. То, что пришло с подсознания в его разум, то эти воздействия чужеродные, они теряют силу. И он сейчас может показать мне тот момент, когда он пустил эти энергии в свое пространство и почему. Он показывает на сектор подписания контракта. Я вижу, что его рука правая, она почернела до локтя. Он держит черную ручку. И вот это подписание, когда он подписывает этот контракт, я прошу Илью, чтобы он показал именно тот момент, когда это произошло.
Он показывает мне на щель в ящике, то есть когда он оставил заявку. Я говорю, он согласился, чтобы эти энергии проникли в него. Он машет отрицательно головой, говорит нет. Я говорю, почему же он подписал контракт? Он говорит, что он согласился, чтобы с ним, чтобы в его пространство вошла эта, не будем называть имен. Доверял? Он доверял, да. Я говорю, но сейчас же он не доверяет, и он легко может отказаться от присутствия в своем сеансе этих всех энергий. Он может расторгнуть контракт с Еленой, то есть вынуть ее из своего сеанса вместе с ее энергиями, которые она притянула в этот сеанс, в наше рабочее пространство. Да, он расторгает контракт. Я говорю, да, он поднимается вверх. Я говорю, чтобы он отдал все эти энергии туда, откуда они пришли. Но также сейчас он может, оно по чуть-чуть так уходит. Я говорю, что, между прочим, он может осознать сейчас тот факт, что раньше Вселенная была свободна, и раньше не было этих негативных энергий, не было этих угрожающих злых информационных структур, духовных структур, не было врага физического и духовного. Вселенная была свободна. Я говорю, может ли он посмотреть, войти в тот момент, когда Вселенная была свободна? Он говорит, да. Я говорю, чтобы он нашел себя там. И он может найти себя через пробуждение своей генетической памяти. Я говорю, что он может пробудить свою генетическую память и наполнить свое все пространство этими абсолютно чистыми священными энергиями. Вот. Получилось? Это очень красиво получается, да, вот эти энергии в виде таких цветов наполняют все его пространство, а кое-кто тут бежит, но убежать еще совсем не может. Я говорю, что Илья может всех их вместе собрать, все их воздействия, что он может вынуть сейчас эту иглу, он может сейчас их всех вместе соединить, потому что это все разные методы одного и того же врага, что он их вместе может собрать, связать в пучок, считать эту информацию, эту энергию. Сейчас он понимает, что это вирус своего рода, этот враг, и сейчас Илья знает всю информацию об этом враге. Также Илья принадлежит священной чистой энергии, потому что он источник таких же чистых энергий, которые были в нашей Вселенной до прихода врага. Я говорю, что Илья может создать специальную бомбу, которую сделает, возьмет, скопирует информацию о чистых энергиях, чистой священной Вселенной и написать там программу на самоуничтожение зла, врага, всех его структур.
техномагических, технократических всех структур и духовных. Вот, пусть он духа этого тоже берет, привязывает в один пучок. Я говорю, чтобы он вложил им эту бомбу на самоуничтожение. Пусть каждый, кто пришел к нам, каждый враг, кто пришел с каким бы то ни было негативным воздействием и замыслом, пусть увидит, пусть ему откроются глаза, и пусть эта программа, этот вирус на самоуничтожение зла распространяется по всем этим структурам, которые пришли к нему в обратном порядке. Пусть уходят туда, по всем этим структурам и этажам до самого центра. И пусть зло уничтожает само себя. Я посчитаю от 1 до 3, и он это сделает. 1, 2, 3. Да, это сделал, он это сделал. Появился красный цвет, и это все ушло. То есть вот эти воздействия, они связаны с красным и таким черным цветом. И оно все уходит, а Илья поднимается вверх. Я говорю, чтобы он оставлял все эти пространства с этими событиями, с этими энергиями, с этими подключками, чтобы он распространял эту светлую энергию по всем своим энергетическим телам, выталкивал это все, что ему не принадлежит, чтобы он это собрал, события, энергии, подключки, эгрегоры, отсек от себя. Я вижу, он это делает. Как в мешок и портал на уничтожение. Пусть все уходит туда, откуда пришло, и уничтожается. Пусть зло уничтожает само себя. И он сейчас выталкивается в верхнее пространство, как пуля. Сейчас он вышел в пространство, очень хорошее пространство. Посмотри, держит ли его еще что-то. Какая-то подключка идет. Я услышала рой. Что за рой еще такой? Там как какие-то животные, насекомые. Я говорю, что он может найти самую главную в этой матрице и дать ей эту бомбу на самоуничтожение. Он ей дал бомбу, а все ее подружки разбежались в стороны, боясь заражения. Я говорю, чтобы он отсекал этот эгрегор, сжигал его, пусть он убирается туда, откуда пришел, до самого основания. И пусть эта программа, вирусная программа на самоуничтожение зла, пусть уничтожит все структуры, духовные и физические. Я говорю, чтобы он закрывал все порталы. Он принадлежит священной Вселенной, и его вибрации, высокие вибрации как раз есть этим документом, что он неуязвим. Это его пространство, это его Вселенная. И он имеет право делать все, что хочет, создавать правила игры, и только светлые могут ему поспорить с ним, но враги нет. У него появились крылья. Теперь он свободен? Да. Я говорю, чтобы он проверил свою сердечную чакру, восстановил связь между сознанием и подсознанием, убрал все причины
разъединения подсознания и сознания. Мгм. Я говорю, чтобы он просканировал все свои эфирные тела, восстановил целостность всех своих структур, восстановил правильную работу внутреннего критика, убрал все воздействия гипнотического характера, технократического. Вот, уходит что-то. Отправил туда, откуда пришло, вместе с бомбочкой. Я посчитаю от 1 до 3, он это сделает. 1, 2, 3. Получилось? Да, да, получилось. Отлично. Давай на счет 3 посмотрим, мешает ли ему еще что-нибудь. 1, 2, 3. Сейчас я вижу, что у него на голове, вот он буквально вот так вот делает, как будто бы сущность какая-то сидит, то есть идет какое-то воздействие. Я хочу посмотреть. Да, оно идет вот в сектор колдовства, там, где вот эти эгрегоры. Угу. Я Что это за сущность? говорю, ну, на самом деле это не сущность, это энергия, но каждая энергия, она имеет свою ДНК, то есть она свои характеристики имеет. Эта энергия, она такая вязкая. Мне приходит слово «прилипала». Угу. То есть она как бы каким-то внутренним программам прицепляется. Угу. А давай посмотрим. Илья поэтому перестал видеть сны? Да. Из-за этой энергии, да? Понятно. Я спрашиваю, нужна ли ему эта энергия. Он смеется, говорит нет. А я говорю, чтобы он вынул ее из своего. Вот эта блокировка 6-7 чакры, вот как будто бы в мозгу. Я говорю, чтобы он освободил свой разум, подсознание, все свои эфирные тела, даже на генетическом уровне. Все то, что мешает ему пробудить свою генетическую память. Все то, что мешает ему быть настоящим воином в своем пространстве, защищать свое пространство на всех уровнях сознания, во всех состояниях. Я говорю, что он может вынуть эту энергию, положить в стеклянный шар, например. Да, он вынимает, положил в стеклянный шар и изучает, как химик изучает что-то, как ученый. Я говорю, что он может сканировать эту энергию. Он понимает, он ее считал. Я говорю, что на основании знаний о том, вот она уменьшается, он может вложить в этот стеклянный шар бомбу с вирусом, который уничтожит эту энергию таким образом, что она начнет разрушать саму себя, а также всех тех, кто задействован в этих структурах, рожденные людьми и не людьми, и роботами, и другими сущностями, начнут заражаться этой вирусной программой на самоуничтожение зла. И уничтожится зло само по себе. Угу. Он вложил эту бомбу. Давай на счет 3 он это все отправит
1, 2, 3. Да, он отправил туда. Я говорю, что он может задать вектор до самого основания, до самого центра. Вот шум и переполох. Это нас уже не касается. Это не наше пространство. Я говорю, чтобы он все это пространство собрал и выбросил в портал на утилизацию. То есть его личное пространство с этими энергиями, с этими событиями. Он это сделал. Я говорю, чтобы он наполнил все свое пространство, все эфирные тела, все свое ДНК подстроил, перемодулировал под те высокие энергии, которые были в нем тогда, до прихода зла во Вселенную, когда он был абсолютно чист, принадлежал абсолютно чистой Вселенной. И пусть эти энергии чистоты, радости, безмятежности заполнят все чужеродные структуры и переструктурируются под вибрации чистой Вселенной, чистого пространства самого Ильи. Это его пространство, это его энергии. Он удивляется сам, смотрит на себя и удивляется этим энергиям. Да, он поднимается выше и выше. Я говорю, это его энергии, это его собственная защита. И это его тот мед, который является отравой и ядом для этих сущностей. Отлично. Мешает ли ему еще что-нибудь? На счет 3 ты это увидишь. 1, 2, 3. Он говорит нет, но я вижу, что в его сердечной чакре как будто бы имплант какой-то стоит. С ним, наверное, связана аритмия. Да? Да, да. Я говорю, нужен ли, что это такое? От этого импланта идет какая-то подключка, вот такая энергия вот так закручивается, как-то прозрачная энергия в такой, она идет вот так, но кружится такими спиралями, как спираль. И я говорю, что это его пространство, это его чакра, и он может ее очистить, если он хочет. Он говорит, что хочет. Тогда я говорю, что он может раскрутить эту спираль в противоположную сторону, чтобы она выкручивалась с него. И тоже заразить вложить эту бомбу в этот имплант. И пусть каждый, кто ответственный за эту подключку, за этот имплант, получит дозу. Я вижу, что это какая-то технократия. Мне снова слышится. Я вижу, что когда он эту бомбу вложил, и оно начало разворачиваться в противоположную сторону, кто-то от сильного шума в ушах закрыл вот так вот уши. Кто-то там в секторе колдовства. Я говорю, чтобы Илья приказал этим энергиям немедленно покинуть его пространство вместе с этой бомбой. Пусть она уничтожает все зло на корню. И пусть это все идет туда, до самого своего центра. И на каждой ступени этой иерархии распространяет этот вирус на самоуничтожение зла. Да, на счет 3 да, он это уходит. 1, 2, 3. Ну и вот я увидела еще, когда она уходила, появился такой глаз.
Он сейчас выбросил еще раз вот так вот. Я говорю, чтобы он поднимался в более высокие пространства, наполнялся энергией до комфортного уровня, проверил все свое пространство, потому что я ничего не делаю, смотрю, что вижу. А это его работа. Он показывает и говорит, я чисто. Я говорю, а что это за подключка у тебя вот это идет? Что за шлейф? Как идет эта подключка? Оно идет, его энергосфера, оно как-то вот так вот как бы внедрилось снизу. И это такой удар, тоненькая подключечка идет. Это эгрегор. Я говорю, что Илья может забрать всю свою энергию, которую он отдавал в этот эгрегор, отдать эту энергию во Вселенскую очистительную систему. Вот он падает. Я говорю, чтобы он положил бомбу на самоуничтожение этой энергии. Пусть это все уходит, и пусть все люди, которые находятся под влиянием этих энергий, увидят, кому они принадлежат, какими энергиями они работают. Да, это происходит. Я вижу, что тот глаз, я слышу, ослеп. То есть тот глаз, который был виден, как будто бы какой-то змеи, вот что такое. И он как бы ослеп и уходит вниз. Вот эта белая пленочка там закрылась, знаешь, как у рептилий. И вот он такой белый туда уходит вниз. Я говорю, это нас не касается. Процессы запущены, наша Вселенная очищается, мы очищаемся. Да. Получай, фашист, гранату. Это точно, да. Есть еще что-то? Я говорю, чтобы он почистил все свое пространство, все порталы нужно закрыть, счистить, почистить все эфирные тела. Я говорю, что он должен, он может сейчас стереть всю память об этих событиях, об этих подключках, всех информационных полей, оставить себе только иммунитет, все чужеродное убрать, перемодулировать. Он знает как. Высокочастотные, светлые энергии. Да, все происходит. Отлично. Спроси его, должны мы сделать еще что-нибудь для него? Ну, он мне показал себя как бы с разных сторон. Он показал вот так спину, что у него крылья, то есть он свободен. Свободен, да. Мы выполнили все, что должны были сделать на этом сеансе. Да. Можем выходить? Да. Но мы с ним сигареты еще. Что? Что, сигареты? Тарас, можно? Да. Давай, Курить Илья. бросить. Лярву убрать, посмотреть. Угу. Хорошо. Вика, Да давай никаких посмотрим. лярв нет. Нету? Да это все от воли. Нет. Лярвы нет. То есть нужно проявить волю. Лярва не бывает у светлого человека. Это тоже проделки темных. Лярва бывает только у людей, у которых разрушены энергетические эфирные тела. То есть люди, которые идут потеряли свой эволюционный потенциал.
То есть это лярвы ни при чем. То есть это тоже уловки темных, чтобы снять ответственность. Это же хочу курю, хочу не курю. Хочешь куришь, хочешь не куришь. То есть проявляешь волю, бросаешь и не куришь. Это тренировка. Никаких лярв, конечно же, нет. Лярвы видно, они бывают только у опущенных людей, которые опустили руки, образно говоря, обросли разными лярвами, курение, обжорство, пьянство и так дальше. Это, да. Лярвы сами убираются тогда, если они даже есть, когда человек проявляет волю. Ну что ж, Илья, тогда воля и вперед. Да, это как предложение. Вот я буквально это вижу, это как пришли в ресторан, вам предлагают кушать, а вы можете кушать, а можете отказаться. Даже не в ресторан, а это столовка какая-то. Вижу какую-то столовку. То есть положили перед вами еду. Вы хотите кушаете, хотите не кушаете. Я не хочу и не курю, например. А если захочу, буду курить. То есть от чего зависит? От самого человека. Илья светлый, прекрасный человек. Он может бросить курить, когда только захочет. Мы никого не программируем, не вмешиваемся в его личное пространство, в его какие-то процессы психологические. Это все уходит элементарно тогда, когда человек сам осознает, проживает эти все ситуации. Это чистая психология. Это, как говорится, не к нам. Мы помогаем убрать человеку все то, что пришло извне, все то, что вторглось в его пространство, чужеродное. На данный момент ничего чужеродного нет. Пространство Ильи чистое. Мы можем завершать работу. Я чищу пространство окончательно. Я его благодарю. Проверь свое пространство, все ли чисто. Да, все чисто. Закрыты. Да, да. Хорошо, мы можем выходить? Да. Хорошо. Тогда я сейчас посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. И будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Открывай глаза, Вика. Илья, включайте микрофон. Все здесь. Вика, как себя чувствуешь? Хорошо. 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 Илья, расскажите, были какие-то ощущения? Ну, так, дрожь по телу в некоторых моментах. Каких? Ну, когда сказали то, что вот я все выбрасываю, все отпускаю, и вот как будто что-то, не знаю, что-то чувствовалось, наверное. Сейчас как? Самочувствие хорошо? Да, отлично. Ну, супер. Ну, с курением вы поняли как, да? Да, понял. То есть от меня все зависит. Да. Ну да. Только от вас. Да и вообще все от вас зависит. Ну да, в принципе. На данный момент вы чисты. Никого к себе не пускайте. Защищайтесь. Все понял. Спасибо большое. Пожалуйста. Тут мама хочет поздороваться. Здравствуйте, Вика, здравствуйте. Здравствуйте. Это я, мама. Здравствуйте. Ой, Мама? вижу вас, ага. Здравствуйте. Мы так рады, мы так благодарны, что вот эти вот просмотры, сеансы. И вот, да, с сыном чувствовала, понимала, но не знали. Ну вот это вот все открылось, вот это вот действие, вот эти вот подключки. Ничего, как говорится. Нет, теперь-то нету. Я имела в виду вот там. Имя не будем называть.